Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И в сегодняшнем своем видеоуроке я предлагаю вам сделать вместе со мной чудесные резиночки-помпончики из легчайшего фатина, тех цветов, которые вы захотите. Вот такой вкусный розовый девчачий цвет, зеленый, голубой, как погожий летний денек. У меня в арсенале вот разные цвета, и посмотрите, что получилось в результате. Такие вот маленькие чудесные помпончики подойдут даже для самых маленьких малышек. А то, что они украшены, как маленькие клумбочки, вот такими пайетками в виде цветочков, делает их особенно милыми и неотразимыми. Друзья, если у вас есть среди ваших знакомых маленькая девочка, это ваша дочка или крестница, или сестренка, вы просто обязаны порадовать ее вот такими маленькими летними резиночками. Сегодня вместе со мной в своем видеоуроке я подробно расскажу и покажу, как их сделать. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео, делитесь со своими друзьями в соцсетях, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, для сегодняшних наших помпончиков, для самых маленьких девочек на первые хвостики, нам с вами понадобится. Главный материал, из которого будем делать, это фатин. Вот такой тоненький, мягкий. У меня он в рулоне. Значит, из такого фатина нам нужно сделать очень много вот таких вот кружочков. Диаметр кружка 5 сантиметров. Наши кружочки будут состоять... Каждая заготовочка будет состоять из 3 кружочков фатина. Соответственно, вот таких вот заготовочек по 3 кружочка нам понадобится примерно 20-21 штучка. Чтобы ускорить процесс, я нарезала небольшие квадраты своего фатина, сколола их английскими булавками и сейчас покажу, как я нарезала множество своих кружочков. Вот такой вот шаблон у меня есть, можно сделать его из картона, но я поленилась, если честно. Так, аккуратненько я беру. Пять-шесть слоев фатина у меня здесь для оптимизации нашего процесса. Вот таким образом за один прием получается сразу 5-6 кружочков. Кружочки распределяем по 3 штучки. Вот таким вот образом. А далее будем наш помпончик украшать вот такими вот прекрасными маленькими цветочками. Для этого нам понадобятся пайетки. Даже я бы сказала, это микропайетки. Размер 7 мм моих цветочков. Они сделаны в виде цветочков. И также бисер. Для закрепления нашей красоты нам понадобится проволока также для бисероплетения. Лучше, если она будет очень маленького диаметра. И для украшения нашего такого лепесточка мы нарезаем по количеству наших лепестков, а их будет 21, вот такие небольшие полоски проволоки. Теперь я беру бисер. Устанавливаю его на серединке моего отрезка из проволочки. Усики загибаю вниз и скручиваю между собой. Вот такой гвоздик у меня получается. Далее у нас разогрет клеевой пистолет. Также можно воспользоваться вот таким клеем с тонким носиком, так как работа очень мелкая у нас. Цветочки и пайетки маленькие, поэтому
Если вы пользуетесь клеевым пистолетом, он тоже должен быть небольшого размера, более миниатюрный. Для маленьких работ с мелкими цветочками лучше подойдет он. Мы берем пайетку и вдеваем в нее нашу проволочку-гвоздик. Далее буквально капелька клея нам понадобится, чтобы приклеить цветочек к бисеру. И также капельку клея поставлю под цветок, чтобы он не ездил по проволоке в дальнейшем. Вот наши гвоздики подсохли, клей застыл. Теперь мы берем заготовочку из 3 кружочков фатина диаметром 5 сантиметров. Стараемся, чтобы они ровно лежали друг под дружкой. И складываем нашу заготовочку, кружок, ровно пополам. Вот таким образом. А в серединку, внизу, мы наносим капельку клея. И берем наш цветочек-гвоздик. Устанавливаем его на клей на серединку. И одну сторону кружочка загибаем и тоже фиксируем на тот же самый клей. Теперь поворачиваем нашу заготовку другой стороной и, нанося капельку клея тоже на серединку, второй сектор загибаем в другую сторону, получается. Вот такой здесь получается зигзаг. И это является составляющей деталью нашего пушистого круглого помпончика. Лишний хвостик мы отрезаем. Далее приступим к сборке нашего помпончика. Для этого я взяла какую-то плотную основу. У меня это канва для вышивки, но можно взять плотный фетр. Канва мне нравится больше, потому что она хорошо держит форму, но при этом очень тоненькая. Диаметр моего кружочка 2 сантиметра. На него мы наклеим наши лепесточки. Фиксируем их на горячий термоклей. Первый основной ряд у меня состоит из 6 таких секторов. Первый ряд готов. Второй ряд у меня состоит из 5 лепесточков. Клею их в шахматном порядке по отношению к первому ряду. Первый, второй ряд у нас готов.
Перед тем, как заполнить серединку, я бы еще хотела, чтобы здесь более объемный был у меня низ. Я сделала так называемый нулевой ряд и тоже подклеила сюда 5 заготовочек. Можно этого не делать, если вы хотите такие полусферы. Если вы хотите более круглый помпончик, то можно подклеить еще один ряд снизу. Нижний слой готов, и теперь для серединки своего помпончика я взяла 4 заготовочки фатина, которые у меня были, и склеила их между собой. Вот таким вот образом. Скорее всего, чтобы помпончик получился у нас ровный, носики нужно немного срезать. Чтобы по высоте они были меньше, чем наш сектор, который мы использовали в основных лепестках. Тут нужно просто примерить и подогнать, так сказать, под идеальный шарик наши лепесточки. Вот такая сформировалась у меня серединка. И теперь буду вклеивать ее в заколочку. Такая цветочная полянка получается. Где-то можно фатин подрезать для ровности, опять же, нашего шарика. И теперь я покажу, как я поступаю с той резиночкой, которая вот не обычная толстенькая, вот как проволока, круглая тонкая резинка. Вот крепление, которое я делаю, оно выглядит так. Для этого мне понадобится кружочек фетра, подходящий по цвету к вашей заколочке, к вашему помпончику. Диаметр ее 2,5 сантиметра. И вот эту резиночку, тут вот есть даже шов, там, где она спаяна между собой, вот этот шов я беру и делаю узелок.
затягиваю его хорошенечко поближе к краю, чтобы тут петелька как можно меньше была, а резинка таким образом. И складываю кружочек, посерединке делаю надрез. Небольшой совсем, чтобы прошел наш узелочек. Такой крестообразный. И протащить на резиночку и зафиксировать на термоклей. Здесь тоже поставлю капельку клея. И дам высохнуть. Клей у нас подсох, и теперь остается снизу подклеить наш кружочек. Узелок тут создает такой объем. Можно так вот сделать конус из нашего кружочка из фетра. Уже лишнюю резинку я убираю, отрезаю. Теперь осталось подклеить нашу резиночку к помпончику, к изделию к самому. И все готово. Вот такие вот симпатичные помпончики для самых маленьких девочек. Они легкие, очень пушистые, милые. Такие помпончики у нас получились. Друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Оставайтесь со мной. Очень рада новым друзьям, лайкам, комментариям и творческому общению. А я с вами прощаюсь до новых творческих встреч. Пока-пока.